Дамы и господа, сегодня мы расскажем вам историю о том, как один ученый, одна смелая девушка и один весьма образованный кот решили покорить Луну. Не уверен, что это была хорошая идея, но даже автору не под силу остановить первопроходцев. А теперь внимание! Перед вами редкий экземпляр Homo sapiens inventorius. Это такая разновидность человека, которая считает, что любую проблему можно решить, если добавить больше шестеренок и пара. Сегодня он решил покорить Луну. Что может пойти не так? Готово. Мой лунный прыгун готов к первому испытанию. Это революция в науке. Конечно, если вы не считаете революцией тот факт, что мы можем взлететь прямо в соседний дом вместо Луны. Но кто я такой, чтобы критиковать гения? Ты хоть представляешь, как там холодно? Мы же замерзнем еще до того, как доберемся до Луны. А я слышал, что на Луне вообще нет воздуха. Так что будем задыхаться. Ужасно романтично. О, я предусмотрел все. Смотрите. Специальный гравитационный щит и искусственная атмосфера внутри кабины. Правда, никто не знает, как это работает. Даже сам изобретатель. Но фраза «я предусмотрел все» звучит достаточно уверенно, чтобы нас успокоить. Ну, если ты так уверен... Если что, я пишу завещание. Мои часы с кукушкой должны достаться кому-то достойному. И вот мы здесь, на Луне. Если честно, я ожидал больше звездных врат и меньше серых камней. Но кто я такой, чтобы спорить с декорациями? А вот и местные жители. Выглядят как персонажи из плохого научно-фантастического романа. Одно из существ подходит ближе и начинает общаться на странном языке, состоящем из звуков и жестов. Виктор достает устройство для перевода. Они называют себя селенитами и говорят, что их мир находится под поверхностью Луны. Что ж, почему бы не пойти с ними? Потому что это плохая идея. Но кто меня слушает? Это просто потрясающе. И вот перед путешественниками местный правитель. По крайней мере, мы надеемся, что это правитель, а не шеф, повар. Мы давно наблюдали за вашей планетой. Вы первые, кто смог прибыть сюда. Те, кто приходит сюда, становятся частью нашего мира. Отец, они не заслуживают такой судьбы. Она просит за нас? Я помогу вам, но вы должны забрать меня с собой. Что? Это ловушка? Нет, я устала от их законов. Хочу увидеть ваш мир. Ты предаешь свой народ. Бегите! Я задержу их. Мы не можем просто бросить ее. У нас нет выбора. Виктор, Ньютон, бежим к лунному прыгуну. Но у нее нет документов для посещения Земли. Грузоподъемность аппарата не рассчитана. Нет. Виктор, мы должны разыскать принцессу. Неукротимая принцесса Эллисара похитила отцовский лунолет и, запеленговав место, стоянки лунного прыгуна летит туда.
И вот старт к Земле, домой. Ну вот, теперь у нас есть пассажир. Надеюсь, она хотя бы умеет готовить... Я умею многое. Простите, но ваша история слишком невероятна, чтобы быть выдумкой. Мое имя Герберт Уэллс. Может, когда-нибудь я напишу об этом книгу.